Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Обрушившийся на южное побережье Индии циклон Мичун продолжает свое шествие. Сильно страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад. Практически более 2 суток в регионе шли сильные дожди. Они вызвали наводнения и нарушили туристическую деятельность. Встал общественный транспорт. В Раджамандри в штате Андхра-Прадеш наблюдался ураганный ветер, скорость достигала 110 км в час. В районе Канасима водяной смерч вышел на сушу и успел нанести разрушения в городе перед тем, как стих. В Андхра-Прадеш с корнем вырвало деревья и затопило не менее 25 деревень. Более 15 тысяч человек эвакуировали. В штате Тамилнад продолжают бороться с затоплениями после сильных осадков, что принес циклон Мичун. В целом, по данным властей, непогода затронула почти 400 тысяч человек. Во Франции в ряде регионов прошел снег. В Эльзасе, Арденнах, Женеве, Страсбурге, Приморских Альпах и в Сен-Мишель-де-Марион наблюдался сильный снегопад при температурах, близким к нулю. Из-за непогоды на дорогах застряли около 900 грузовиков и несколько сотен водителей были вынуждены покинуть свои машины, чтобы найти теплое и безопасное место для ночлега. Отмечается, что под тяжестью из-за налипания мокрого снега упали десятки деревьев, а также оборваны провода линии электропередачи. Как заявили местные власти, около 1000 домов все еще без электричества в Савойе и 800 в Верхней Савойе. Это связано с сильным снегопадом. Проливные дожди вызвали сильные наводнения в Пати-Ридженси в центральной Яве в Индонезии. В результате размытыми оказались десятки дорог. Торнадо вчера пронесся в Мариана-Роки-Алонсо в Парагвае. В результате сорваны крыши десятков зданий, повреждены автомобили. Также сильный ущерб нанесен сельскохозяйственному сектору. В Чили ночью удалось заснять яркий метеор в коммуне Провиденсия в Сантьяго. Скорее всего, внеземной гость полностью сгорел в атмосфере, а падение обломков не сообщалось. Водяной смерч прошел во вторник к югу от Маликона в Санто-Доминго в Доминиканской республике. О нанесенном ущербе и пострадавших не сообщалось. В южноафриканском муниципалитете Эмакхазёне в районе Нкангала провинции Мпумаланга прошел сильный ливень с градом. В результате повреждены крыши нескольких зданий. Около 800 лебедей собрались на зимовку на озере Светлое в Алтайском крае, сообщила Минприроды региона.
Для желающих понаблюдать за птицами открыли пункт обогрева. Лебеди регулярно прилетают зимовать на Светлое, здесь даже проводят по этому случаю праздник «Алтайская зимовка». Отмечается, что Светлое – единственное незамерзающее озеро на Алтае, где зимуют лебеди. Впервые они прилетели туда на зимовку в 1967 году, тогда их стая состояла всего из 15 птиц. Умеренная солнечная вспышка класса М146 произошла в новой группе солнечных пятен под номером R3513, возникших на северо-восточной стороне Солнца. Образовавшийся в результате вспышки рентгеновский импульс вызвал отключение радиосвязи в районе Тихого океана. Спасибо за просмотр.